Всем привет! Вы на канале Олеся Винглер, и сегодня я и мой американский муж Питер расскажем о том, как мы прожили 2 года в Калифорнии. Поехали! Когда мы приехали в Калифорнию, сразу было понятно, что здесь вот процесс обустройства, он гораздо проще идет и быстрее, потому что мой муж американец, чувствует себя как в своей тарелке, он приехал как бы к себе на родину, ему все понятно, то есть все образовалось очень-очень быстро. I was looking forward to getting back to California, which I love, and living in America, which I know, and it was more comfortable to me. Из экспатов мы превратились в большей степени в своих, в том смысле, что когда мы жили в Праге и в Цюрихе, конечно, мой муж американец был там экспатом, я была женой экспата, многие вещи были сложные, непонятные, и мы постоянно жили вот в таком своем небольшом пузыре. В Цюрихе было проще, потому что мы общались на английском языке, но тем не менее много документации, счетов, бумажек приходит на немецком языке, поэтому для иностранцев первое время, когда вы не учите язык, это вообще экстремально сложно. Well, it was very strange coming back at first, and it took some time to get used to, but I settled in. It's nice to be back overall, and California's great. We're right by the ocean, and I lived in California for 8 years before, so I knew it well. Being back and understanding what's what, how to get things, because after 8 years of living in countries where English wasn't the first language, you have some fatigue with that. Второй год был легче, потому что я уже осмотрелась по сторонам, я уже поняла менталитет, я уже много чего изучила. Но вот весной случилась пандемия, и можно сказать, что вот этот весь пазл, который мы выстроили, что мы живем в хорошем месте, что мы можем ездить в Москву, я получила документы, родители могут приезжать, что дети устроены в хороший зад, весь этот пазл стал резко разрушаться, потому что все просто стало рушиться на глаза. It's really hard to describe it because it's like nothing we've ever seen before. Sad and tragic time over the last 3 months, I'd say, have been the most challenging in my life, and I think a lot of other people do too. К сожалению, Америка катастрофически плохо среагировала на вирус в силу многих причин. Не знаю, высокомерия, глупости, какой-то наивности. Американцы, также с подачи президента, вообще не восприняли этот вирус серьезно. Я прекрасно помню, как шел март, и уже вся Европа бушевала с вирусом. Здесь тоже было много случаев. Я приходила в супермаркет, и я была единственная в маске. Это огромный позор, и это огромная трагедия, что в такой большой стране, которая заявляет себя все же как страна с серьезной медицинской системой, мы будем иметь, наверное, скоро около 2 миллионов зараженных вирусом и более 100 тысяч жертв. Это катастрофа, и такого быть не должно. But a few things that are simple that I think are great is that we spend a lot more time together as a family because I've been working from home, and the kids haven't been going to preschool, and no nanny's been coming in. We've not only survived, but I think had a lot of positives, right? And we still love each other, and our marriage is still good, I think, and I feel really proud of that. So I think we can take some really positives away from this time, but we still don't know what's around the corner, and that uncertainty is very, very difficult because we're expats, right? And we've moved around, have to deal with uncertainty. We have to continue to be ready to deal with uncertainty in the environment here, but I think we're good. We do well with that type of situation. Сейчас 1 июня, я сижу, и я даже не знаю, что вам сказать. В 6 часов у нас будет комендантский час, потому что начались погромы и мародерство из-за новых проблем. Бизнесы так надеялись открыться в начале июня, и теперь они заколачивают свои окна фанерными листами и деревом, потому что боятся, что мародеры все у них порушат. Вот отсутствие лидерства в стране, которое необходимо, оно сейчас очень сильно чувствуется вот в эти моменты, когда страна стоит на пути новых вызовов. Если в начале этого года многие говорили, да, президент дурак дураком, экономика все у нас сильная, все хорошо, как-никак он бизнесмен, и бизнес работает, да, то сейчас, к сожалению, и это стало все не так стабильно. В общем, ситуация очень напряженная. Я думаю, что больше всего в Калифорнии мне нравятся расслабленные калифорнийцы, которые очень хорошо меня приняли. I think that people have a nice attitude. There is more of a laid back
attitude and generally pretty friendly attitude. Ну, по сравнению, скажем, с европейцами, вот здесь прям вот совершенно никого не колышет, откуда я, кто я не знаю, может быть, за спиной они обсуждают, ой, она русская, или а что там у них происходит, но вот так в лицо открыто никто, даже за 2 года жизни уже в Калифорнии, ничего мне не сказал негативного по поводу моей страны, по поводу нашего президента, хотя вы понимаете, что в прессе каждый день Россия упоминается не в позитивном ключе, и все эти выпады в сторону России, они вообще ужасно надоели и раздражают. Мы живем в маленьком городке, поэтому здесь настроения очень позитивные и такие расслабленные. Одна моя знакомая, у которой дети ходили в такую очень хорошую частную школу в Голливуде, сказала, что там, к сожалению, были выпады в сторону ее детей, что они русские, или они даже перешли из той школы в эту более маленькую обычную школу Палос-Вердес, где как бы более тихая, нейтральная обстановка. Поэтому я не знаю, что будет, но пока ситуация хорошая. I really love the ocean being nearby, you know, where we live, right near the Pacific. I love the weather. It's very nice. Things look nice. It's generally aesthetically pleasing, an attractive environment, particularly in the beach cities where we live. Люди все время излучают позитив, да, и вот Калифорния, она про это. Конечно, жить в теплом климате очень легко и приятно. Я не метеочувствительный человек, потому что я вообще люблю смену сезонов. Близкие друзья мои знают, что у меня мама занимается меховым бизнесом, поэтому зима всегда в Москве была моим самым любимым сезоном, потому что я знала, что я буду самой красивой, я разные шубы одену, шапки. Я никогда не рвалась вот в тепло. Для моего мужа это очень важно. Он однозначно человек метеочувствительный. В Праге и в Цюрихе он постоянно ворчал, что вот опять это дождь идет, опять это дождь, когда перестанет лить. И здесь вот он просто расцвел, что постоянно тепло, постоянно солнышко. I followed things in the U.S. very closely for the 8 years while I was gone, and so I wasn't too shocked coming back by much. But, you know, I was bothered by the political situation even before I came back. There's that. And then the guns, you know, the gun violence bothers me a lot. Больше всего в Калифорнии меня раздражают, я думаю, так скажем, свободы, которые здесь присутствуют. Что я под этим имею в виду? Ну, во-первых, здесь легализованы эти легкие наркотики, да. Когда я выхожу гулять иногда вечером, даже в нашем таком очень чистом, красивом городке, я чувствую запах вот этой марихуаны, этой травки вот прям рядом с набережной, рядом с нашими улицами. Конечно, этот вопрос очень остро стоит в школах, что все это распространяется, что от этого нужно как бы ограждать своего ребенка. Меня очень раздражает свобода в плане полового равенства, да, постоянно идут здесь вопросы какие-то, давайте, допустим, в универмаге уберем вот раздел, что вот это одежда для мальчиков, а это для девочек, да, давайте сделаем вот просто одежду для детей, и вот если мальчик хочет юбку одевать, пусть он надевает, и вот такого очень много. Я не уверена, что это то, что, ну, вернее, это вообще не то, что я хочу для своих детей. Мне не хотелось бы, чтобы моим детям навязывали вот эти вещи. Мне хотелось бы, чтобы у них был выбор, и они сами могли как-то в этом разобраться. Меня очень раздражает, даже не раздражает, а пугает. И, конечно, то, что в Америке каждый может купить ружье, любое оружие, он может его использовать, хранить дома. Вот через пару домов от нас был случай, когда мы сюда заехали. По-моему, вот подросток застрелил свою маму, уже не знаю на каких основаниях и что там потом было. Знаете, когда вы живете, с одной стороны, конечно, вы успокаиваете себя тем, что ну ладно, там стрельнули, но нас как бы пока не стрельнули. Но ситуации последних дней показали, что все это на самом деле очень рядом. Начались эти мародерства и беспорядки в Лос-Анджелесе. Здесь уже вот у нас объявляют комендантский час, потому что пойдут эти мародеры громить магазины. Вот так мы и живем. Еще меня, конечно, очень заботит уровень в обычной вот государственной школе в американской. Как только вы начинаете говорить с людьми, которые приехали или из других штатов, или из других стран, или из России, которые учили в школах, то, как оказывается, ровно все говорят одинаково о том, что здесь уровень намного ниже, что если вы хотите, чтобы ваши дети не отставали от других программ, то они должны заниматься
с репетиторами, они должны заниматься индивидуально по каким-то другим, более сложным программам, вот, либо идти в частную школу, которая сразу стоит, ну, например, $2000 в месяц. You know, the U.S. is very, very about capitalism and commercial things, so it's a consumer society, and that tends to drive a lot of things. So while that can give someone like me and our family better opportunities commercially, on a social level, it's, you know, it's not as nice, and, you know, that's not all there is to life. That was a bit jarring to me to come back to that. And then again, as I mentioned, the political situation with Trump as president, you know, I just, you know, never agreed with his point of view politically, and I think he's bad for the country. But unfortunately, we've had him now for over 3 years. So coming back midterm, you know, when that was already in process, I think that's just been negative, and it's gotten worse. Конечно, живя в Европе, меня очень устраивала близость к Москве. Это то, чего просто катастрофически не хватает здесь, в Калифорнии. Скучаю по красоте Европы, потому что Европа — это старые города, это такие города, как открытки. Я также вспоминаю общественный транспорт в Европе, потому что мне нравилось ездить на трамваях или иногда на поездах в Швейцарии. У меня дети обожают московское метро, то есть возможность иногда бросить машину и ездить на общественном транспорте, я считаю это замечательно. В Америке такого выбора совершенно нет. Вся Америка отстроена под как бы автомобили. The idea that in Europe, where we lived anyways, you could be in a city center where it's walkable, and the history and the beauty, particularly of a city like Prague, that's just not there in the US. You don't have that kind of charm of the old world. I miss how kind of compact and, you know, walkable, charming the cities were that we lived in, particularly Prague, Zurich to some degree as well. So just being in Europe when you're so close to all these real other cool cities, and you can, you know, fly an hour and be in Barcelona or Amsterdam or London, you know, all these other great places with that are different. You know, they're not the same. Like, you know, cities in the U.S. are often very similar. In Europe, they're not. They're very different, and those places are accessible. Californian people, generally positive outlook on life, not too complicated, generally happy. Having the ocean nearby and having a lot of sunshine does something to the mentality. It helps the mentality, it helps the attitude. This idea that people are smiling for no reason, which, you know, is, I think, hard to understand for a lot of people, that's normal here, because there's no reason other than the fact that it's a beautiful place and the weather's nice and people are just generally happy. So that's a great thing. Калифорнийцы расслаблены, можно сказать, может быть, даже такие неглубокие. Ну, когда вы их не знаете сильно и глубоко, я думаю, что да, может быть ощущение поверхности людей, потому что они всегда улыбаются, что-то такое спрашивают, знаете, что-то сказал, спросил, и дальше пошел. Как его зовут, что он тебе хотел, вообще непонятно. Но он там твои туфли прокомментировал, детям сказал, что-то там ля-ля-ля, хи-хи-хи, дальше пошел. Люди довольны жизнью, люди очень свободные. Вот ситуация с вирусом также показала, что, конечно, психологически многим здесь было просто невероятно сложно переварить то, что нужно было сидеть на карантине, соблюдать дистанцию и что-то не делать то, что нельзя делать, потому что вот все люди здесь привыкли, ну, у нас же прописано в Конституции свобода передвижения, свобода слова и так далее. И вот эта неспособность воспринять ситуацию серьезно и все же понять, что да, жизнь на какой-то период может измениться, потому что ситуация серьезная. Это все, собственно, и привело к той катастрофе, в которой Америка оказалась. Много протестов вызвала вот эта ситуация, когда нужно было сидеть дома, выходить там только за продуктами, при том, что это, вы должны понимать, совсем не тот карантин, который объявили в Москве, например, да, то здесь можно было гулять, ходить по улице, ходить делать свои дела, просто соблюдать дистанцию, маски и так далее. Но даже при этом уже было огромное возмущение. I knew when we were thinking about coming back, that California was the only place that would be the right place for us to live in the U.S. And I still feel like that. I feel like that was the right choice, and it's still the only place for us to live, at least now or in the near future. Your ability to adjust to things, and you already had this kind of spirit, I think, that fit in well with California. And you also have a personality that's very even-keeled. You're a very grounded person, and
So you didn't have unrealistic expectations either. Another thing that I think I like and respect a lot about you is that you were able to move first from Moscow to Prague and adjust to things there, adjust to things here, without being negative about what you left behind in Russia. In fact, being very positive about it. You know, you're not one of these folks who moves out of Russia and then badmouths Russia. You're still very proud to be Russian, and you know, I think you have a generally realistic attitude about it. You know, the good and the bad, but maintain your loyalty and your ties, and I think have a very good balanced attitude about it. Вообще, я думаю, что даже если меня отправить на Северный полюс или в Африку, я, наверное, оставлюсь там русской. Ну, может быть, начну какую-то другую еду есть, немножко поменяю свой стиль, но в целом я русская, я горжусь тем, что я русская, я продолжаю оставаться русской женщиной, мне нравится быть такой, как я есть, мне нравится также красиво одеваться. America and say a city like Los Angeles, our area, isn't that different than a city like Moscow, you know, even though they're very far apart geographically. But, you know, what you see in the movies and TV, that's not America. That's a shiny, glossy version. Have measured expectations about things. Definitely visit, see what you think of it, see if you like it. But then understand that even if you visited several times, living here would not be the same, maybe not at all the same. But I also think, you know, there are things that living in here for 2 years and then having spent a lot of time in Moscow before that I could appreciate about Moscow. The culture, lifestyle, and the richness of the city that, you know, you don't have here. So, you know, it certainly makes you appreciate that even more. Hey everybody, subscribe to the channel Olesya Winkler to learn more about the lifestyle for Russians living abroad. Ждите новых новостей из Калифорнии. Пока-пока!